Канал «Доктор Здоровья» рад приветствовать вас. Сегодня я говорю не просто как врач, а как человек, который ежедневно видит, как лишний вес разрушает жизни. Передо мной история мужчины 40 лет. Обычная, почти незаметная. Но именно такие истории чаще всего заканчиваются болезнями, если вовремя не изменить питание. Когда он пришел на прием, вес был не главной проблемой. Главным было постоянное воспаление, усталость, скачки сахара и давления. Я сразу сказал: таблетки потом, сначала питание. 1 месяц, без крайностей, без голода, но строго по плану, который запускает естественное сжигание жира. Первое правило этого месяца – утро. Я всегда объясняю, как начинается день, так работает гормональная система. Натощак стакан теплой воды с лимоном и щепоткой тертого имбиря. Это не чудо, а мягкий запуск печени и обмена веществ, проверенные десятилетиями практики. Завтрак должен стабилизировать инсулин. Я рекомендую овсянка на воде, ложка льняного семени и зеленое яблоко. Без сахара, без меда. Это сочетание снижает тягу к сладкому уже через 5-7 дней. Народное средство, которое работало еще у наших дедов. К обеду большинство людей уже совершают главную ошибку – перекусы. Я настаиваю, если голодно, теплый травяной отвар – ромашка, мята и фенхель. Он снижает аппетит и убирает ложное чувство голода, связанное не с телом, а с нервной системой. Обед – ключевой прием пищи. Половина тарелки – овощи, тушеные или свежие. Четверть – белок, рыба или бобовые. И только четверть – сложные углеводы. Так организм перестает запасать жир и начинает использовать его как топливо. Это физиология, а не диета. В середине месяца происходят первые срывы. Я всегда предупреждаю об этом. В этот момент я советую старый, но эффективный рецепт. Теплая вода с корицей перед ужином. Она стабилизирует сахар в крови и уменьшает вечерний аппетит. Главный враг похудения. Ужин должен быть легким, но сытным. Я рекомендую овощной суп или тушеные овощи с ложкой оливкового масла. Никакого хлеба. Именно вечером организм решает, худеть или накапливать. И здесь дисциплина важнее мотивации. Я повторяю это каждому пациенту. Отдельно скажу про соль и скрытые враги. Колбасы, соусы, готовые продукты – они удерживают воду и создают иллюзию лишнего жира. Когда человек убирает их хотя бы на месяц, вес начинает уходить быстрее, чем он ожидал. Это всегда вызывает удивление. Но самое важное начинается дальше. На 3-й неделе тело перестраивается и включаются внутренние механизмы очищения. Именно здесь многие бросают, и зря. Потому что дальше я расскажу о ключевом продукте, который ускоряет результат вдвое и почти никто не использует. Канал «Доктор Здоровья» снова с вами. На 3-й неделе я всегда вижу переломный момент. Организм перестает сопротивляться и начинает работать по новым правилам. Именно сейчас я ввожу ключевой продукт – обычную гречку, но не вареную, а запаренную на ночь. Она чистит сосуды и мягко сжигает жир. Этот прием пришел из народной медицины. Стакан гречки заливается горячей водой без соли. Утром готовый завтрак. Я объясняю пациентам, так сохраняются микроэлементы, которые ускоряют обмен веществ. Через 7-10 дней уменьшается объем живота, и это не вода, а именно жир. Часто спрашивают про сладкое. Я не запрещаю полностью. 1 раз в неделю запеченное яблоко с корицей. Этот рецепт снижает уровень кортизола, гормона стресса, который мешает похудению. Когда человек спокоен, тело легче отдает лишний вес. Отдельно я говорю о напитках. Кофе только до 12 дня, после травяные чаи. Особенно важен отвар шиповника. Он поддерживает почки и ускоряет вывод продуктов распада жира. Это простой шаг, который дает заметный эффект уже к концу месяца.
На 4-й неделе люди замечают не только минус на весах. Улучшается сон, пропадает одышка, уходит тяжесть после еды. Я всегда подчеркиваю, это не похудение любой ценой, а восстановление нормальной работы организма, к которому он стремится сам. Есть правило, о котором почти никто не говорит. Последний прием пищи за 3 часа до сна. И после него теплая вода с несколькими каплями лимона. Это снижает ночные скачки инсулина и не дает телу откладывать жир во время отдыха. Когда месяц заканчивается, люди боятся вернуться к прежнему весу. Я объясняю, если сохранить хотя бы 70% этого плана, организм уже не захочет старой еды. Вкусовые рецепторы меняются, и это научный факт, подтвержденный практикой. Важно понимать, это не жесткая диета, а схема питания, которую можно повторять 2-3 раза в год. Она безопасна, физиологична и подходит большинству взрослых людей. Именно поэтому я рекомендую ее тем, кто устал от бесконечных экспериментов над собой. Если вы досмотрели до этого момента, значит вы действительно готовы к изменениям. 1 месяц, и вы увидите другое отражение в зеркале. Не потому, что вы себя ломали, а потому что, наконец, начали питаться так, как задумано природой. Спасибо, что были с нами на канале Доктор Здоровья. Если это видео оказалось полезным, поставьте лайк, напишите в комментариях, готовы ли вы попробовать этот план, и обязательно подпишитесь на канал. Впереди еще больше правды о здоровье, которую редко говорят вслух.